Здравствуйте, когда у духа есть незавершенные дела в мире живых, он не может отправиться в мир мертвых, пока все не закончит. Встречайте рассказ «Убери ее». Папочка, что такое шлюха? Я начал открывать заспанные глаза, пытаясь сфокусировать затуманенный взгляд на прикроватных часах. С трудом разглядев красные цифры, я с досадой протяжно вздохнул, они показали 2 часа 35 минут ночи. За спиной спала моя подруга, уткнувшись носом в мой затылок и свесив на меня свои миниатюрные ножку и ручку. Ее дыхание было теплым и спокойным, она продолжала спать. «Папочка», — повторила Аня почти неслышным голосочком. «Ну скажи, что такое шлюха, папа?» Настойчиво переспросила моя 5-летняя дочь. Я все еще с трудом мог разглядеть ее силуэт на фоне двери. «Хаем», — вопросительно произнес я. «Что значит?» — начала она снова повторять свой вопрос, но уже громче. «Давай потише», — перебиваю я ее, слегка повысив голос, стараясь не разбудить Машу. «Дай мне сперва встать». Поднявшись с постели, я подошел к дочери и шепнул ей на ушко. «Ань, давай сперва вернемся в постель». Мы тихонько вышли с ней из спальни в залитый лунным светом коридор. В конце него зияла открытая дверь в ее комнату, отсюда она казалась черной воронкой, ведущей в никуда. У меня внезапно возникло дурное предчувствие, словно из тьмы за нами кто-то наблюдал. «Ну что это значит, скажи уже?» Толкнула в бок меня дочка. «Малышка, почему ты меня об этом спрашиваешь?» Опустившись на колено, спросил я, глядя на нее. «Дело в том, что мы очень плохо расстались с матерью Ани, Леной. После сильного скандала, вследствие моей измены, всего через 40 минут Лена превратилась из человека в кровавое месиво, не справившись на обледенелой дороге с управлением и вылетев навстречу фуре. Именно по этой причине следующие слова заставили похолодеть мое тело. «Потому, что тебе нужно вытащить эту шлюху из твоей постели, папочка». У меня пересохло в горле и волосы зашевелились на голове. Я осторожно переспросил ее: «Анют, ты что такое говоришь?» Моя бывшая покойная жена прокричала что-то подобное за 2 минуты, прежде чем выбежать из дома в ту роковую ночь. Аня не могла это услышать, она ночевала у бабушки. «Папа», — произнесла по слогам настойчиво Аня. Я сказала: «Ты должен убрать эту», она сделала паузу и громко выкрикнула: «Шлюху» из своей. Я безуспешно попытался прикрыть ее ротик своей ладонью, но она начала говорить все громче и громче. «Убери эту шлюху», – прокричала она, пытаясь отодвинуть мою руку, в тот момент, когда я втолкнул ее в темноту детской комнаты. Но тут я понял, что мне не показалось, в этой тьме что-то было. Боже, нет. Нечто метнулось ко мне из темноты, и я в ужасе закрыл дверь, держа дверную ручку обеими руками. Дверь начала ходить ходуном, кто-то изнутри, сильный, начал тянуть ее на себя, это была явно не моя маленькая дочь. «Вытащи ее, немедленно, вытащи!» Повторял голос из-за двери. «Вытащи эту шлюху из нашей постели!» Голос звучал пронзительно и устрашающе, сердце колотилось в груди, я безошибочно узнал в нем голос своей супруги, который я слышал каждый день на протяжении 15 лет нашего несчастного брака. Я уперся ногой в косяк, но дверь продолжала дребезжать, словно живая, готовая вот-вот выскочить из дверного проема. Дверная ручка начала поворачиваться в моих вспотевших ладонях, а из-под двери пробился яркий ослепляющий белый свет. «Прошу, пожалуйста, оставь нас в покое. Пожалуйста, уйди. Я умоляю». Слезы текут по моим щекам. «Прости меня, Лена, умоляю, прости. Я правда жалею о всем, что наделал. Умоляю, прости меня, я сам себя никогда не смогу простить». Мне показалось, словно прошла вечность, но после моих слов наступает гробовая тишина. Я падаю без сил на колени, а дверь бесшумно открывается. Анюта сладко спит, свернувшись калачиком на полу, а в комнате почти полный порядок. Ну, почти полный.
С дикой пульсирующей болью в голове, налившимися кровью глазами я разбираю нацарапанную надпись на зеркале комода Ани. Убирай ее. После смерти ненависть женщины не прошла, боль, с которой она вместе разделила смерть, не дала ей покоя даже в мире духов. Она не смогла простить предательство и жаждала, чтобы любовницы в этом доме больше никогда не было. Как поступит главный герой, одному Богу известно, но ясно одно, он раскаялся за свои поступки, быть может, это поможет обрести покой его жене. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. До новых встреч!